Ну, самое сложное было, конечно, смотреть первый раз. Ну, чем дальше, тем, естественно, становилось легче. Вообще молчать и смотреть друг другу в глаза я очень это люблю делать. И при возможности практикую это с людьми, которых я знаю. И очень интересно это было попробовать с незнакомыми людьми. Когда смотришь в глаза другому человеку, ты можешь найти в его глубинах какие-то что-то души, то, что он таит, когда разговаривает с тобой. При том, что ты вот минуту с ним посидел, посмотрел, ты можешь его познать намного более, чем ты с ним поговорил. Я старалась расслабиться и чисто понять человека на эмоциональном уровне, на уровне взгляда. И у всех как бы совершенно разная энергетика. Это был полезный опыт для меня, и теперь, возможно, я буду чаще смотреть людям в глаза. Все-таки в глазах тоже кроется какой-то смысл, и какие-то мысли можно там в них тоже почитать. Хочу сказать спасибо огромное организаторам, что есть такая штука, и что она на очень высоком уровне сделана, и очень было приятно сюда идти, здесь находиться и общаться со всеми людьми, кто здесь был. Это видео в группу ВКонтакте, и у вас, например, там какие-то сомнения возникли, то есть вы их отбросите, просто придите один раз, да, попробуйте. Если вы этого никогда не пробовали, вам понравится обязательно, и, возможно, это судьбоносное решение будет для вас. Возможно, нет, но, возможно, да, поэтому не стоит как бы откладывать. Мне кажется, эта идея пойдет в свет, и она будет развиваться, потому что это реально это что-то другое, это что-то новое, это что-то более чистое и, по-моему, что-то более стоящее. Всем советую.